Итак, доброго вечера, друзья. С вами снова Образовательный Центр Lumen. Решили сегодня сделать вечернюю трансляцию, поскольку буквально через полчаса будет голосование в парламенте Великобритании о том, что о изменениях по планам, да, и о реформе Терезы Мэй, о ее плане, потому что в нынешнем виде ее план не принимают там, по выходу и непосредственно Великобритании и составу Евросоюза. Так, давайте проверим связь. Так. На фоне на Bloomberg надо будет играть в Bloomberg. Буду слушать, потому что сейчас они так все дружно обсуждают, и просто интересно в режиме реального времени посмотреть, как это все будет развиваться, да, и то есть как я лично сам буду принимать решения относительно того сопровождения позиции, потому что, ну, давайте подытожим, да, я расскажу об этом свои мысли, да, то есть то, как лично я это вижу. У нас все знают, что такое Лиссабонский договор, да, соответственно, Великобритания, да, она хочет, как говорится, покинуть состав Евросоюза, да, и это, с одной стороны, и Brexit перекладывают, то есть, что может означать то, что, ну, если перекладывают, соответственно, наверное, он будет. Но нет, на самом деле, если верить статьям Блумберга из различных источников, есть также шанс, что вообще, в принципе, Brexit растет шанс, что его вообще отменят. Понятное дело, что шансы очень небольшие, да, и в эту пользу, ну, лично я вообще как бы в это не верю, да, но в любом случае, то есть такие, если слухи есть, иногда слухи там могут становиться правдой. Но опять же, на 100% мы не можем быть уверены ни в чем, поэтому на данный момент что я вижу? То есть я, кто знает, кто входит на наши онлайн-торговли, знает, что я смотрел британский фунт еще давно, еще как бы на прошлой неделе я его наблюдал, и момент, то есть когда вот он стал во флете, то есть я считаю, что это был достаточно выгодный момент для короткой позиции. То есть почему? Объясню почему. То есть как лично я это вижу. Исходя вообще в принципе из какого-то опыта, слишком, если сопоставить, да, все СМИ, там, то, как ведут сейчас новости, да, журналисты, соответственно, что говорят нам в интернете в свободном доступе, то мы можем смело предполагать, что сейчас всем пытаются внушить, что Brexit еще не 100%. То есть, если не так давно это уже было все железно, что Британия выходит из состава Евросоюза, то сейчас пытаются внушить, что там какие-то поправки, Тереза Мэй пытается выдвинуть свои условия, да, выхода из состава Евросоюза, эти условия никого не устраивают, то есть и сейчас ведет конкретное обсуждение. Также есть информация о том, что Британия может без каких-либо соглашений взять и покинуть состав Евросоюза, ну, то есть взять как сбежавшая невеста, как говорится, да, ну, покинуть, как говорится, свой семейный очаг, оставить всех иждивенцев дома, и пусть они как бы выбираются как хотят. Ну, если, скажем так, это будет, кстати, я на это на самом деле даю долю вероятности, да, небольшую, но все-таки даю. И в этом случае, если это будет, то, как говорят, британский фунт потеряет 25%, я уже это говорил. 25%, чтобы вы понимали, насколько это много, ну, это вот во время, в 2016 году, 19 июня, если я не ошибаюсь, правьте меня, если это не так, фунт потерял 7%, и это было по фунт-иене, это была свеча в 2200 пунктов, если быть точным, да, то есть, соответственно, 25%, то есть легко посчитать, это в 3,5 раза больше, то есть это получится у нас 7000 пунктов. То есть, соответственно, понятное дело, что это наше максимальное математическое ожидание на нашу прибыль, потому что я в данный момент я стою в короткой позиции. Рассмотрим ожидаемые варианты реальные. То есть теперь рассмотрим варианты именно реальные, то есть то, как это можно видеть.
То есть то, на что рассчитываю лично я, открыв такие позиции. Я рассчитываю все-таки на какие-то слухи, я рассчитываю, что новостной рост, который был по фунту, да, вот с момента, вот мы уже прошли тут 650 пунктов. То есть я считаю, что все-таки, ну, это такое достаточно большое орудие СМИ, да, они пытаются там выровнять все это дело новостями, соответственно, и, ну, слишком много уже как бы людей знают о изменении решения о выходе из Евросоюза. Да, то есть я, скажем так, на 100% никто не знает, и это, как говорю, решится. Вот сейчас мы Bloomberg смотрим, что там оно будет показывать буквально через 26 минут, как там будет идти решение, это мы как раз таки увидим. Но я думаю, что вообще рынок, я думаю, все, кто торгует из старых трейдеров, заметили, что рынок изменен, перегрет, и именно поэтому я считаю, что вся, знаете, это как ситуация была с Apple в 2016 году, то есть когда все уже заложено в цену, то есть я считаю так, если слухи были, слухи уже заложены в цену, поэтому британский фунт укрепился, да, по отношению к японской иене, к доллару, к евро, он очень сильно укрепился за последнее время, и я считаю, что это уже заложено в цену, и если, допустим, мы окажемся неправыми, и как-то все останется на своем месте, да, то есть я не исключаю вариант, что вообще ничего никуда не сходит, то есть что останется все на месте, и все, что закладывало цену, оно как бы и будет, да, поэтому... Одну секунду, я извиняюсь, у меня тут отвлекусь надолго. Make it more difficult for her to secure a deal, and less likely we'll get the deal we need to rule out that no-deal Brexit. The Right Honourable Lady, the member for Normanton Pontefract, the amendment, I think, закроем двери. Соответственно, основная задача заключается в чем? На чем я остановился. Я считаю, что рост, он уже заложен в цену, то есть и то, как рос британский фунт, как мы помним, да, 15 января уже было подобное заседание, соответственно, решение в парламенте тогда не проголосовало нужное количество избирателей. Соответственно, с того момента, да, мы уже прошли 150 пунктов вверх, и это все, я считаю, что это движение было на счет сомнений. То есть, если не проголосовал, значит, там что-то есть. Рынок, как мы знаем, он движется на слухах. Но время есть, я расскажу такую интересную историю, потом вы можете ее проверить как бы на практике. И это такая не редкость. Как говорится, такое бывает всегда. Возьмем, это момент выхода, я думаю, все пользуются гаджетами, все пользуются iPhone. Когда выходил 7-й iPhone, да, на самом деле до его выхода, кто может это вспомнить, то писали, что все, шестерка, это был потолок, и многие видеоблогеры Ютуба, да, не только в России, в странах СНГ, а также во всем мире говорили, что, ну, как бы будет какая-то шило, извиняюсь там за мой лексикон, но простыми словами будет шило, да, и в чем основная особенность той ситуации, да, давайте, здесь, по-моему, тикер у Forex Club есть, тикер Apple, да, соответственно, ну, мы, опять же, я сразу скажу, что Apple это компания, да, которая, она не будет, вот, 16-й год, вот у нас там был август, я помню, это очень хорошо время. Собственно, что было, да, даже давайте, может, как-то увеличим, да, уберем отмотку и отметаем на 2016 год, соответственно. Вот у нас был март, апрель, май, июль, август. Соответственно, что произошло? Когда в сентябре была презентация, да, то есть вот так вот мы сейчас, давайте посмотрим. Apple, да, все знают, что это компания, которая зарабатывает очень много денег. То есть это компания, которая, ну, давайте, в моменте она была триллион, как бы, рыночная капитализация. Рыночная капитализация это стоимость акций умножена на их количество. Соответственно, чтобы вы понимали, ну, ВВП Беларуси как бы 50 миллиардов. Поэтому в 20 раз больше, чем ВВП Беларуси. Ну, не 50, там, может больше, может там 70 или там, может быть 100, может увеличиться. Я, честно, давно как бы не отслеживаю, на самом деле, наш ВВП. И как мы видим, на протяжении года, да, то есть не было никакого движения, хотя в 2016 году рынок фондовый, там, не сказать, что это было какое-то худшее для него время. В принципе, это было неплохое время для фондового рынка, в частности, для Apple. Соответственно, что мы имели? Мы имели на тот момент $80 за акцию
акцию, 88 долларов за акцию в моменте, да, доходили там до 110, и как сейчас помню, тогда обсуждали с товарищами, да, по поводу покупки опционов, соответственно, со страйком в 105, по-моему, опционы именно на покупку, с правом купить акции по 105, когда они там в моменте стоили 102. Мы такие думаем, ну блин, типа 3 бакса переплачивать за опционы, много, да, в один опцион входит 100 акций, соответственно, это за него нужно было 300 долларов, как бы, ну, как ты думаешь, ну, как-то не очень, да, это все дело выглядело. И, соответственно, что у нас было? Да, то есть мы видим явно, что Apple, ну, никак не растет, и, скажем так, когда все говорят о том, что, ну, iPhone будет никакущим, то есть это уже закладывается в цену, да, и на самом деле это очень сильно влияет, потому что мы знаем, что очень много людей в мире пользуются продукцией Apple. То есть что по итогу произошло, то есть какова основная идея? Apple явно был, то есть судя по сентябрю, да, августу, сентябрь, соответственно, мы видим, да, что у нас там все падало. И, ну, не было глобального роста. Соответственно, когда новость еще формируется до выхода, значит, что в цену она уже заложена. То есть цена уже подразумевает под собой то, что iPhone будет плохой. Но, как говорится, все правильно быть не могут, и в моменте, если кто-то, да, что-то говорит, то есть мы должны понимать, что если все окажутся неправыми, это хотя бы чуть-чуть, даже если он не будет там супер вау, но если он окажется чуть лучше, чем все рыночные ожидания, соответственно, на это цена очень сильно отреагирует. И далее, что произошло, то есть в моменте они стоили, мы рассматривали еще их в августе, на самом деле, вот эти моменты, когда они стоили там 102-103 доллара, здесь был даже момент, когда им, я помню, тогда дали им штраф, что-то около 5 миллиардов или что-то в этом диапазоне. Достаточно большой мы штраф выделили. И тогда на всех падениях их очень сильно выкупали. И как показала практика, да, то есть, ну, покупка Apple по 100 долларов, это, ну, могла быть лучшее решение в этот момент. Потому что буквально январь, и в январе вот этот рост вышел с информацией о том, что iPhone 7 стал самым продаваемым телефоном вообще за всю историю человечества, чтобы вы понимали. Поэтому, хотя еще, да, буквально летом все говорили о том, что, ну, как-то плохой, то есть уже все, эра айфонов закончена. Поэтому, если вот ситуация, вам там, как бы живой пример, да, и мы знаем, что в моменте Apple вообще стоили 200 долларов, да, 220, то есть и стоили, в принципе, неплохо. Ну и сейчас ввиду там огромного падения на фондовом рынке, мы, кстати, вернулись к отметкам там 2018 года, мы уже, ну, обесценили, во-первых, Apple, кто знает, в начале года, буквально 2-го, и я считаю, что это был основной из критерий того, что укрепилась очень сильно японская иена. То есть, что произошло, Apple выдвинули в своих отчетах, да, прибыль на 10% меньше, чем все они ожидали. Поэтому, скажем так, это все, ну, как вы видите, сказалось, да, на стоимости компании, и на самом деле еще с ноября месяца, то есть как и вместе со всем фондовым рынком, Apple падает, потому что Apple это по сути 15% фондового рынка, да, там и есть, там и основных индексов. Соответственно, ну, то есть, если это сопоставить с британским фунтом, то я считаю, что ситуация немножко похожа, да. То есть фунт рос, да, на фоне каких-то слухов. Я думаю, что уже все заложено уже в цену, да, если сейчас все окажутся немножко неправыми, да, что очень часто бывает, то, соответственно, идея сработает, да, и мы там окажемся в каких-то низких отметках. Ну, как раз таки сейчас и посмотрим в режиме реального времени. Так, ну, можем пока, тем временем у нас еще есть целых 17 минут, пройтись по другим валютам, то есть, ну, фунт-доллар, понятное дело, они там ходят примерно одинаково. Фунт-иена я выбрал, объясню почему, она более волатильна, то есть я считаю, что, поскольку иена защитная валюта, если что-то случится такое внезапное, катастрофическое, что-то непонятное, то есть всегда в этот момент укрепляется иена, да, я, то есть, ставлю на как раз таки на обесценивание фунта, да, и на укрепление иены, то есть у меня с двух сторон драйвер, потому что касается фунт-доллара, да, ну, доллар, он является, во-первых, приростом
я сегодня на онлайн-торговле в 5 часов рассказывал, да, о динамике повышения процентных ставок, что каждый раз перед динамикой, когда процентная ставка повышается раз за разом, соответственно, обычно приходит кризис. То есть, понятное дело, это логически, ну, тяжело как-то доказать, да, можно там пытаться к чему-то привязываться, может, к увеличению потребности, да, именно долгового рынка, точнее, рынка вложений, да, в правительство, чем у ФРС будут забирать деньги и вкладывать в различные там стартапы, проекты и так далее. Поэтому, ну, скажем так, но есть такая закономерность, да, то есть когда повышение процентной ставки ведет за собой какие-то глобальные дефолты. Соответственно, что мы на данный момент также сможем с вами увидеть вот по евро-доллару, да, то есть, ну, как я в принципе люблю говорить, я был прав, да, ну, то есть я не видел какого-то там глобального входа, да, кто слушал меня, может, забрал движение по евро-доллару, да, там, от нижних границ, достаточно было такое предсказуемое движение, но опять же, то есть, как я уже сказал, что предугадать именно того, что там какого-то подельника Трампа поймает, да, и посадить в тюрьму, то есть это было тяжело предугадать, но, я говорю, идея сама, что идея работает здесь, да. Соответственно, и оно бы, я думаю, что в любом случае сюда пришло, но может быть не так резко, но среднесрочно оно бы, я говорю, скорректировалось на какие-то свои новые хая. Хотя вот в моменте вы видите, как я закрывал сделки, то есть я их закрывал буквально вот на заседании в Европе. То есть, когда были новости по евро, то есть я тут сразу импульсом закрыл сделки и потом, ну, просто не успел зайти, а заходить там в середине рынка я не люблю. Как раз таки по причине того, что здесь был середина рынка, то есть, ну, я не знал, что он на самом деле так сильно сходит на фоне новостей, и тяжело это было предугадать. Но все же пошло туда, куда мы и планировали. То есть, что я сейчас вижу, то есть, опять же, я оставлю все-таки на укрепление евро, да, в такой среднесрочной перспективе, и я думаю, что мы сможем выйти на какие-то новые хаи, то есть, достигнуть верхних отметок, да, и прежде всего, как я уже сегодня сказал, в 5 часов по Москве, когда вел на торговлю, нас будет интересовать вот эта вот ценовая зона, вот эта отметка. Соответственно, она порядка через 100 пунктов, там что-то они там тыкают на Блумберге. Люди. Так, ну. Там, ладно, пускай они пока беседуют. Мы с вами продолжаем. Соответственно, что нам нужно? Нам нужно дождаться именно момента подхода к верхним границам. Соответственно, когда мы будем уже здесь, да, объективно можно будет ставить на какую-то коррекцию. Опять же, если не будет никаких там слухов о повышении процентных ставок и всему остальному. То есть я рекомендую делать такие позиции, открывать, зная, что на этой неделе не будет никаких там глобальных изменений или решений, да, или даже если будут, то есть в этот случай ограничивать свои убытки. Ограничивать как это все умеют делать на Форексе, стоп-лоссами, соответственно. Далее, Ауди-доллар, то есть нравится мне, как я отрисовал зону, да, которую отрисовал я еще ее, ну, по-моему, когда мы были здесь, да, то есть объективно, то есть я увидел консолидацию, которая была здесь, и эту консолидацию мы пробили, то есть и как цена неплохо реагировала. То есть, ну, я говорил о том, что Ауди-доллар пойдет вниз, да, пойдет на 80 пунктов вниз, соответственно, ну, посмотрим, как это все дело сработает. Я считаю, что должно, как бы, слишком сильно это все дело выросло, да, должно оно поставить во флете, потом уже идти каким-то, может, своим даже новым хаям, потому что, как мы видим, ну, находимся мы как бы внизу, если там смотреть в более среднесрочной перспективе, то, понятное дело, как бы, мы такой, знаете, суперглобальный треугольник, я бы сказал, это так, начиная с 2000 года, там у нас ультра какой-то треугольник есть, ну, понятное дело, это все, ну, там, шутки ради, то есть никаких треугольников, как бы, на недельных графиках как бы быть не может. Но все же
Так, ну все же я считаю, что после подхода к каким-то нижним границам там уже можно будет наблюдать. Либо торговать на покупку, да, если он там прям импульсом как-то сюда станет, кто любит торговать аудиодоллар, то есть вот сигнал будет здесь через 80 пунктов вниз. Либо же ставить на пробитии хая и на ложном выходе. Да, то есть про ложный выход сейчас дойдем до золота, поговорим. Сбылось то, что я говорил, да, что касательно золота, хотя я его не торговал. Ну, нефть у нас, как мы обсуждали, стоит во флете. Я не думаю, что там в ближайшее время будут какие-то глобальные скачки, оно пока отстоит. Будет только в одном случае, если там что-то ОПЕК решат по поводу рентабельности добычи нефти, или же там взорвется какая-то баржа, что-нибудь типа того. Канадец, ну, я считаю, что коррекция прошла, и что сейчас сделать, там, торговать вверх или вниз, когда он находится в середине. Я говорю, да, разворот мне это в бай не напоминает однозначно. То есть, мне кажется, что он сходит еще куда-то, почувствует нижние границы, потом только, может, пойдет какой-то более долгосрочный уже рост, да. Ну, опять же, я не знаю, вот если так брать, нефть очень сильно выросла, да, канадский доллар на это никак не отреагировал. Уже интересно, да, что там происходит. Соответственно, посмотрим, да, у нас время будет, онлайн торговать будем, его я всегда держу на контроле, соответственно, будем наблюдать за ходом развития событий. Доллар-иена, как бы, опять же, вернулись мы к, ну, это, я считаю, не середина, да, если так на взгляд посмотреть, не к середине нашего диапазона, вернулись мы от нижней границы 27 пунктов, то есть это крайне, я говорю, доллар-иена, как и подобные пары, то есть они там максимально, мне нравится их волатильность, да, то есть, что касательно евро-доллар, да, он тоже не волатильный, и на самом деле, там, если объективно смотреть, они похожи, да, по волатильности, но евро-доллар мне еще нравится тем, что он очень хорошо поддается именно техническому анализу. И почему поддается техническому анализу хорошо и фундаментальному, и техническому? Потому что британец, как бы вы фундаментально сейчас не смотрели показатели, не отслеживали там, насколько хорошо работают британские организации, не смотрели за рынком ЛСЕ и так далее. То есть, ну, я говорю, что тут тяжело как бы что-то спрогнозировать. С евро-долларом там ситуация немножко иначе, да, то есть его достаточно легко прогнозировать, как вы можете видеть, то есть, ну, предельно просто. Что касается доллара-иены, тут тяжелее, потому что иена защитная валюта, и на самом деле, то есть момент, когда все решат, что нужно защищаться, ну, я не знаю. Так, что у нас фунт? Так. Ну ладно, давайте посмотрим. Пока у нас ничего глобального я не вижу, что произошло. Сейчас, короче, вернемся к расстановке моих ордеров по фунту. Так, доллар швейцарец. Да, подошли мы, как я и говорил, ждали мы подхода к верхним границам, и здесь я сказал, что я буду заходить. Да, открывалась сегодня на самом деле ордер в короткую позицию, но потом я его сразу же закрыл. Объясню, почему закрыл. Достаточно сильная была корреляция, да, с франко и евро, да, и я посчитал, что сейчас, ну, пока не буду я держать эту позицию, я ее закрыл, могу показать, закрыл, да, сейчас давайте я вам покажу, как я ее закрывал, чтобы не уйти в минус, это, кстати, вам тоже возьму кейс, рисуйте консолидацию, на консолидацию, на предыдущую, да, вот откуда я взял это все дело. Вот у нас есть очень сильная проторговка, да, во время закрытия сессии. Соответственно, эта проторговка очень редко бывает, когда она остается без внимания. Соответственно, когда на нее нет никаких реакций. И моя задача была просто взять, словить импульс, да, верхней реакции. То есть заход был здесь, соответственно, моя задача, как я говорю, если я ошибся, моя задача не закрыть сделку в плюс или там в какой-то глобальный минус. Моя задача постараться закрыть сделку в ноль, что в принципе я и сделал. То есть 76, ну, туда же получилось заработать $35.
Да, но при этом я говорю, что основная моя цель была это закрыть эту позицию, потому что здесь, ну, объективно была ошибка. То есть я потом взглянул на сделку по евро-франку, как бы, и понял, что как бы немножко ошибочное у меня мнение все-таки это по поводу сегодняшних торгов. Поэтому, ну, я говорю, что не ошибается тот, кто ничего не делает, и прежде всего, если вы ошиблись, да, то есть это очень важно, чтобы вы учились на этих ошибках или не совершали их 2 раза, потому что вот в этих ситуациях часто совершают, я говорю, люди одни и те же ошибки. Я этим научен, да, и я знаю, то есть, что моя задача это не пытаться брать прибыль, закрыть в ноль, и даже если бы там цена пошла потом куда-то вниз, ничего страшного, то есть моя идея работает, и в прошлом, да, я уже на этом терял, соответственно, я не хочу потерять на этом в этот раз. Поэтому решения были приняты вот такие. То есть, что мы будем ждать по франку, это, понятное дело, подхода к верхним своим границам. Все-таки жду, что она подойдет куда-нибудь сюда. И уже там пунктов через 50 можно будет начинать коротить. Да, доллар, рубль. Смотреть не будем. О, золото. По поводу золота, да, мы с вами смотрели, когда оно было еще здесь, то есть как это все дело выглядело, вот так, да, и я говорю, что, ну, не особо мне напоминает это какой-то разворот, когда вот такая реакция на эту зону, да, многие уже начинали коротить здесь, я говорю, что не похоже, то есть мне кажется, что оно еще сходит вверх, да, там до каких-то следующих отметок я там отрисовал, то есть я бы его, если начал коротить, только здесь. Соответственно, да, то есть мы не сходили прям импульсом вверх, да, но мы в любом случае перебили предыдущий хай, да, и, соответственно, ну, я считаю, что, опять же, я не вижу здесь разворота, да, но сейчас такие события на рынке горячие, что на этом фоне золото, опять же, тоже может вырасти, потому что золото это актив панический. Далее, евро-фунт, да, как бы сегодня я пытался целый день укусить локоть, и это было очень интересно, да, сейчас мы увидим. Да, у меня закрыло по безубытку, причем безубыток я поставил, я говорю, буквально я безубыток поставил здесь, и через ну, буквально там час цена снимает мой безубыток, видите, даже буквально скользом одной свечой, и уходит там на свои рамки назад. То есть обидно, но перезакрытия уже не буду, оставлю так, как есть, тем более, как бы я говорю, что у меня уже позиция открыта, буду ждать ее. То есть как она работает, я сразу говорю, что так, 5 минут у нас буквально осталось. Смотрите, то есть, что, давайте с фунтом разберемся. Позиция короткая стоит здесь, и отложенник у меня стоит здесь. Для чего отложенник? Если будет сквиз, такое часто бывает, что может быть какой-то сквиз, пунктов на 100, да, и потом цена уйдет вниз. Соответственно, здесь у меня уже мат ожидания увеличивается, да, всего 50 пунктов стопа будет от этого уровня. Соответственно, это вот то, на что я закладываю. Сразу скажу, что The latter of whom said, and I quote, the proposals have international as well as domestic implications. Нормально. Сейчас будем наблюдать, как тут что будет. Откроем, да, 3 минуты буквально осталось. Я в режиме онлайн там наблюдаю. Интересно. То есть сразу говорю, что сделка по фунту, вот такая сделка, она несет с собой очень большие риски, да. И я всем рекомендую, если и рисковать, то делать, ну, например, как я. То есть когда уже есть 3000 прибыли, да, то есть и я вот поставил в риск, можно посчитать, 446 900, $1500. То есть это половина моей прибыли, которую я заработал за 2 недели. То есть я считаю, что мат ожидания хороший, потому что если я окажусь правым, да, то есть то, ну, тут можно будет забрать, ну, нормально, можно будет, вот здесь у меня тейк стоит на 5000, да, если еще зацепить лимиты, то есть там потолок очень большой. Если окажусь неправым, то есть такое, там, я говорю, вполне вероятно, потому что этот рынок, ну, предугадать, ребята в Лондоне не знают, там, что там будет конкретно, да, не говоря уже обо мне, и поэтому это все наши догадки, игры разума, но я считаю, что в этом есть смысл, на данный момент в этом есть смысл. Как говорится, риск очень оправдан, тем более, что мы не рискуем своей прибылью, а не
своим депозитом. Депозит сразу, ну, я не рекомендую, то есть я такого подхода не приветствую, мои инвестора тоже. Наблюдаем. Кому нужно, я сейчас скину ссылку. It is not enough to vote against the no deal. If no positive suggestions are put on the table, then we'll be more or less bumpy or heading for the no deal on March 30th. Я вам сейчас ссылочку скину на Bloomberg, где идет лайв-трансляция, то есть, и, соответственно, посмотрим, как это все дело будет. Да. Вопросы, если какие-то есть, кстати, я чат открыл, задавайте вопросы, да, там, а пока будем наблюдать. Кстати, ну, многие, я сегодня краем глаза смотрел аналитику там на различных сайтах типа инвестинга, ну тоже как бы ребята, просто интересно было, что пишут. Тоже там большинство пишет о короткой позиции по фунту, да, ну, как бы говорю, что я там в интернете статьям не особо доверяю, да, потому что там мне не нравится именно сам подход, то есть там пишут конкретно, как будто бы они знают. Какая у них там была дискуссия, на самом деле я бы очень хотел побывать, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Я там сейчас выведу, я вот наблюдаю Bloomberg. Давайте вот так вот сделаем. Интересно, как бы у них там дискуссия, я потом побывал. Интересно, что это за ощущение. То есть, чтобы вы понимали, там люди все, ну, достаточно высоких рангов и очень интересно. Так, ну что, наблюдаем, наблюдаем. Отреагирует ли как-нибудь Across Leave and Remain constituencies, Mr. Speaker, we hear the same overwhelming call for this House to get on with it. 17.4 million people did not vote for no deal, but they did vote to leave. Time is of the essence. Citizens and business want certainty. The EU wants clarity. The Prime Minister needs a mandate, and the House must therefore come together. Ну, трансляцию, я думаю, сделаем еще минут 10-15. Посмотрим, что они там. I call the leader of the opposition, Jeremy Corbyn, to move Amendment A, which stands in his name. I so move, Mr. Speaker, Amendment A. The question is that the Amendment A, be made. As many as have that opinion say aye. Aye. Of the contrary, no. Division! Clear the lobby! Так, что у нас тут сейчас видно? Голосование по Брекситу. Посмотрим. Что дают какую-нибудь информацию. Так, Bloomberg, главная страница. Парламент голосует за правки Брексит. Стив Брейк, заместитель председателя Европейского исследования группы «Горячий». Консервативной партии, которые отклонили сделку Мэй в начале этого месяца. И вместе согласились поддерживать Брейди на основе обещания премьер-министра. Особенно в том, что касается возобновления действий соглашения о снятии, что обратная остановка это только худшая проблема. Быстрому прогрессу предложения какие-то ожидаются.
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что очень трудно и нереально пересмотреть соглашение о разводе, сообщает руководитель Мерского бюро Борис Гройндаль. The question is that amendment A be made. As many as have that opinion say aye. Of the contrary, no. Tellers for the ayes, Nick Dakin and Thangham Debonair. Tellers for the noes, Wendy Morton and Ian Stewart. Палата общин для голосования. Эта правка ищет различные варианты, включая сохранение Великобритании в таможенном союзе с ЕС. В таможенном союзе. Так, ну что, интересно. Что же будет? На самом деле хочется ногти крысить. На самом деле, ну, я уже как бы физически, ну, мне не жалко, говорю, неделя моей торговли, там $1500, мне не жалко ради этих ощущений. Но если идея сработает, то все будет хорошо. Куплю своей любимой жене что-нибудь веселое. Так. С палаты общин. Депутаты. В принципе, больше особо ничего интересовать не будет. Так, а есть тут вообще кто сидит, смотрит нас? Плюс поставьте, если кто-то смотрит. Очень мне интересно. Ну что, возвращаются наши ребятки. Первая из 7 поправок, которая будет проголосована примерно по 15 минут, это может занять почти 2 часа. Да, то есть, ну, поправки как бы первые из 7, там 7 на 15, соответственно, это 105, если не ошибаюсь. Поэтому я не буду еще тут 1,5 часа, соответственно, с вами, уважаемые, дорогие друзья, но меня интересует, когда все вернутся, то есть как мы с вами рассмотрим именно момент самого начала. То есть сейчас там все голосуют и посмотрим, то есть как вообще изначально рынок отреагирует на все, на поправки. Так. Вопросы какие-то, никого нету. Неужели все спят? 10 часов, как бы, такие события. Ребят, как можно в эти моменты вообще сомкнуть глаза? Я всю ночь не спал. Я еще не буду спать. Так. Давайте договоримся. До 30 минут мы будем с вами онлайн. Ну, далее уже, как бы я говорю, я сейчас скину все необходимые ресурсы для вас. Сейчас я вам скину лайв обновление новостей. Соответственно, наблюдайте. Это, кто знает английский, то есть вы там сможете в режиме реального времени вообще наблюдать как бы за всем происходящим. И там далее можно читать. Я читаю, у меня с английским не очень все хорошо, поэтому я читаю в переводе. Вот.
Новая новость. Голосование проводится депутатами, которые массово подают документы из камеры, а затем один за другим. Вот почему на голосование ходит 15 минут. И это происходит сейчас. Голосуя, все результат повторяется. Получаем. То есть смысл заключается в том, что там один за одним кабинки голосуют. Так, напоминаю о том, что счетчики стояли слева от спикера. Мы не ожидали, что поправка Корбина пройдет. Никакие Тори, Роберт Хат пишет. Ну что? Итак. Ну что, друзья? Так. Блин, мне так нравится этот мужичок, который кричит. Он похож на самом деле на какого-то аборигена, который... Рука. Так, ну что, вот у нас там должно быть 15 минут, посмотрим одну поправку, как там оно будет. Так, интересно, что же они нам предложат. Будет интересно, если я сейчас записываю новый какой-нибудь там глобальное падение, которое жестче, чем в 2016 году было. Будет очень интересно. Засуну это кто в семейный архив. На Bloomberg сейчас очень, я ссылку что скинул, скидывают свои комментарии различные журналисты с разных сторон. И, ну, как бы понятное дело, что журналисты, они там как бы пишут то, что им сказали писать, да, там направление, вектор направления выбирают тот, который изначально Стивен Барклай, секретарь Brexit, сейчас готов закрыть дебаты. Интересно.
А на рынке-то все прекратилось, все стоит на месте. Парламент Великобритании отклонил поправку Кормина Брексита о таможенном союзе. Ну, нет, проголосовало больше. The ayes to the right, 296. The noes to the left, 327. So the noes have it, the noes have it. Unlock. Order. We now come to Amendment O. In the name of the Right Honourable Gentleman, the member for Ross, Skye and Loch Arbour, Mr Ian Blackford, the Right Honourable Gentleman to move his Amendment O formally. Formally moved. Thank you. The question is that the Amendment O be made. As many as have that opinion say aye. Of the contrary, no. Clear the lobby. Вот сейчас будут достаточно щепетильные новости, вторую поправку. Посмотрим как раз самую вторую поправку. Я на самом деле больше всего ставлю на нее. Этот вызывает, ну, пишет правительственный корреспондент Великобритании, что эта поправка вызывает призыв к задержке выхода из Евросоюза и тоже, как он пишет, что имеют мало шансов на удачу. The question is that Amendment O be made. As many as have that opinion say aye. Of the contrary, no. Tellers for the ayes, Mrs. Marion Fellows and Mr. David Linden. Tellers for the noes, Wendy Morton and Ian Stewart. Ну, пока рынок никак не реагирует, ну, потому что то, что я говорил, скажем так, что-то было заложено в цену уже непосредственно, поэтому, ну, на эту новость никак ничего не отреагировало. Вот вторая поправка, мне кажется, уже как бы будет повеселее. Мне нравится их непринужденность. То есть они все такие простые, выражаются, нет никакого делового вида. В этом, кстати, ничего.
Так, давайте там все поправки пригласим. Я сейчас скину в чат. Ну, давайте так, ладно. Отличный вариант. Что-то можно союз нет. Шотландский, валийский националисты, как говорится. Скоро является контрольным процессом. Туристское доверие Великобритании достигли почти 6-летнего минимума в январе. Туристское доверие Великобритании продолжало снижаться из-за напряженности в Брексите. Упав до 2014 года, заявил USD.Вы. Новая статья. Суть политического спора продолжается. Вот что из того, что происходит на экономике Великобритании. Сказал ранее сегодня, что некоторые правительства снизятся до минимума весьма, что приведет к обновлению по сохранению рабочих мест, и прогнозы деловой активности упали на всякой самой низкой версии с начала записи 2011 года. Вот, это уже интересно. Ну, когда я говорю, то есть, ну, хотя вот часто все там, если верить журналистам, все пишут, что мы оказались правы. Посмотрим, так ли это. Смотрите на листе заказа. Это поправка о странице 9.10. Ну, да, давайте поправка. Да, все поправки. Сейчас мы сохраним, скачаем рабочий стол. Блин, а как это, наверное, в описании можно скинуть? Я потом в описании скину, потом можете. Кстати, и ребятам, которые потом будут записи смотреть, может, видео, я не знаю, если такие отчаянные ребята найдутся, то я считаю, что стоит потом разобраться. То есть я скину, правда, единственное, что без перевода поправку, хотя если это будет актуально, то есть то я обязательно переведу и скину в русскоязычном варианте в описании под видео. То есть это вот такая вот штука, сейчас я вам покажу. Вот такая вот штуковина, да, которая, тут все поправки, кто за что голосует и так далее. Вот, соответственно, потом скину, сможете разобрать, то есть то, как это все дело реагирует. Итак. О, да, есть когда прострел у нас вверх. Из-за чего это? Ну-ка посмотрим. Немного признаков движения. Похоже, что они могут держаться S&P. Кто-то тут, наверное, что-то знает. Не знаю, так ли это, но мне кажется, кто-то что-то тут точно знает. Да, будет интересно, если там все кому-нибудь упадет, куда-нибудь эти зоны обновит годовой лоу. Хотя годовой лоу это не так уж и много. Ну, 1100 пунктов. Это учесть, что мы с начала года 1100 пунктов вверх летали. Ну, это еще было. Ну, тут это было связано еще с иеной очень сильно.
даже если мы не будем брать укрепление иены, то есть, ну, там, окей, возьмем по фунду. Наш годовой волн. Что-то тут интересненько сейчас будет. Так. Так, давайте включим фунт иены, которую я наблюдаю, так, которая идет не туда, куда нам просто надо. И так, это сделали. Ну что, огласят сейчас? Посмотрим. Ну, я думаю, что это как-то будет основная поправка, поэтому посмотрим ее, и остальные, как бы, ребят, открывайте самостоятельно ссылки, что я скинул, и вы можете наблюдать, как бы, за тем, что происходит. Наблюдать смешного мужика. Так. Люди уже потихоньку заполняют, соответственно, большинство уже проголосовало. Так, ну что у нас тут может быть? Давайте подумаем. Пишет, что что человек, который считывает голоса, уже вернулся. И это означает, что они быстро закончили. Логично, что голосов было немного. То есть многие, может, даже не голосовали. Так. Ну что, ребятки, что у нас тут все-таки нам скажут? Дико интересно. Отклонил поправку по задержке. Brexit. Это отлично. Order! Нет, 327 поправка СНП. The ayes to the right were 39. The noes to the left
were 327. Thank you. The eyes to the right, 39. The nose to the left, 327. So the nose have it, the nose have it. Unlock. Order. We now come to Amendment G. In the name of the Right Honourable and Learned Gentleman, the member for Beaconsfield, Mr. Dominic Grieve. Thank you, move. I'm grateful to the Right Honourable and Learned Gentleman for moving his amendment formally. The question is that Amendment G be made. As many as are of that opinion say aye. Aye. Of the contrary, no. Давайте тогда закругляться. Далее наблюдайте, посмотрим, как это все дело у нас будет к азиатской сессии, как рынок отреагирует. Ну, пока как бы все окей. Посмотрим. Давайте, завтра всех жду на онлайн-торговле. Начало, как и каждый день, в 17:00 по московскому времени. Присутствуйте, задавайте вопросы, пишите в комментариях вопросы, я буду заходить на них, обязательно отвечаю. Все, всем хорошего вечера, удачи, до свидания.